Всем привет! Планы Вселенной на вас и что кардинально изменится скоро. Потому что мы должны знать, чтобы приготовиться к переменам. Я для вас разложу карты Ленорман в этой волшебной коробочке, эти карты. Я предлагаю вам в процессе этого видео задавать свои вопросы Вселенной, потому что это целая Вселенная перед вами, такая метагалактика, где вы можете просмотреть свое будущее. Вы можете здесь побывать в духе, то есть послать сюда своего двойника, в эту метагалактику. Здесь замечательно пахнут розовые розы. Здесь есть беседка и скамейка. Здесь есть ваш дом великолепный. Благоухание цветов, которые цветут круглый год. Потому что это ваша метагалактика. И здесь можно узнать именно, что для вас готовит Вселенная. Кстати, актуально именно тогда, когда ваш пальчик выбрал посмотреть. И не сомневайтесь, что это общий прогноз. Потому что каждое слово понимает по-своему. То, что резонирует, берите себе, а то, что нет, отбрасывайте за ненадобностью. Я поснимаю от себя, потому что для вас гадаю. И сейчас я буду искать госпожу. Ой, смотрите. Потрясающе. Госпожа была прямо рядом. И какие же карты рядом? Госпожа была прямо рядом, мои дорогие. Это уникально. Вот вы боитесь и сомневаетесь. Вот это ваша карта. То есть вы уже прилетели ко мне сюда замечательно, чтобы узнать правду. И этот расклад уберет весь негатив, я вижу. Потому что крысы и развилка – это кто-то вам перекрыл путь. Кто-то хочет, чтобы у вас не было своей метагалактики. Кто-то хочет вами управлять. Потому что крысы – это потери. Это может быть потери, связанные либо с финансами, либо с бытовой жизнью. Это все жезлы или же трефа. И карта развилка показывает четко, что это может быть бубновая дама. Может быть какая-то бубновая дама. У нас здесь ярко видно и понятно, что вам нужно открыть дороги и убрать этих крыс с вашего пути. Это была предиагностика. Оставайтесь на расклад, потому что здесь будет очищение, и Вселенная покажет путь. Ну вот вы. Как сделать двойника, меня спрашивают, и полезно ли это? Это очень полезно, потому что есть такое выражение «выйти из себя». Да? Когда мы отделяем двойников, мы никогда не выходим из себя, наш стержень, то есть источник жизни остается при нас. Можно сделать такой сильный кулак, там будет тепло, раскрыть его, представить себя мультяшную и отправить на экран своего двойника. Это мой авторский метод, мои дорогие. А чтобы для вас сработало предсказание, просто скажите свое имя своим голосом. Это тоже мой авторский метод, потому что никто в мире, во всех мирах, миллиарды лет не произносил ваше имя именно вашим голосом. Таким образом, вы откроете свою метагалактику. Ну вот, все готово. Сейчас смотрю для вас. Итак, к чему вас готовит Вселенная? Раз, два и три. Три первые карты. И мы смотрим, что это. Ну, букет. Это омоложение организма, это прекрасная внешность, это крепкое здоровье, это выздоровление, это прекрасный иммунитет, это очень красивая внешность. К тому, что вы будете с возрастом все красивее. Это также подарки. Букет – это подарки. Это влюбленность кого-то в вас. И за перенесенные страдания, потому что дама пик, будет вознаграждение. Тучи и клевер. У нас две карты цветов и посередине карта тучи. Во-первых, две карты цветов – это высокая энергетика любви. Она аннулирует, убирает какие-то тучи. И именно вот здесь, в этом раскладе, я вижу, Вселенная готовит к тому вас, что тучи развеются. А что за ними? Что дальше? Готовы ли вы идти по светлому пути? Готовы ли вы не бояться действительности? Потому что иногда бывает, когда тучи, плохая погода, это, ну, может быть, снег с дождем или холодный ветер, любой сезон, да? Это не в сезоне дело, потому что вы можете найти это видео в любое время. Когда плохая погода, тогда мы прячемся вовнутрь дома, мы вот так свертываемся калачиком где-то в теплых носочках, зарываемся в подушку и хотим переждать вот эти тучи, плохую погоду. Но иногда так бывает, что Вселенная призывает вас, наоборот, открыться миру, наоборот, одеть какую-то гортекс, какую-то куртку, дождевик и выйти на эту плохую погоду. И таким образом тучи скорее уйдут. Выйти, идти вперед, идти и не сдаваться.
Потому что движение – это жизнь, и здесь движение цветов – это жизнь. Да? Маленький клевер может пробить асфальт или скалу, когда ему нужно показаться на свет Божий. И здесь клевер говорит о том, что вам повезет, когда вы выйдете из своей такой скорлупы и начнете сами исследовать свою метагалактику. И в этой метагалактике вы главное. И у вас развеются тучи, потому что тучи говорят о ложной информации, которую вам кто-то дал. Смотрите, что было на дне колоды. Я держала карты в руке, и что увидел предсказатель, то актуально. На дне колоды была карта кольцо. Может быть, развеет тучи, поможет мужчина, может быть, человек, который вас любит, который в вас верит, который хочет сделать смыслом своей жизни помощь вам. Это очень хорошая карта любви, конечно. Это дом, какой-то стабильный дом. Это может быть дом, который имеет энергию любви. Это дом крестового короля. То есть вот этот мужчина может быть хмурый, может быть, знаете, непонятный, может не такой красивый, как тот другой, но у него есть твердое намерение сделать вас счастливой. Он смотрит на вас, и это большая удача для вас. Какой-то мужчина войдет в вашу жизнь. Это дом крестового короля. Крестовый король – это человек деловой, человек очень сильный, и который способен сделать вас счастливой. Но это если кто-то ищет отношения. Если вы отношения не ищете, то здесь крестовый король, может быть, это ваша вот такая жилка деловая, да? Жилка деловая, умение сделать что-то, вот качественный продукт, который вы предложите людям, и у вас будет много денег по этому поводу, потому что ведь это же кольцо вместе с букетом, это же, когда вы, есть такое выражение, женились на профессии, в хорошем понимании этого слова, потому что вам в кайф работать, это вам приносит деньги, счастье и радости. То есть по-любому отношения ли это, у некоторых отношения, деловая сфера или же жизненное предназначение, у некоторых эта сфера. У вас тучи развеются, и вы найдете свой путь. И свой путь приведет вас к богатству и к благополучию. А также какой-то крестовый король выполнит свое обещание относительно вас. Шикарный расклад, да? Еще тучи – это, конечно, ложная информация, которая сейчас полно вокруг. И ложная информация сбивает людей с толку, запугивает их, дает им ощущение, что они маленькие и их готовят на истребление. Да? Но это правда, потому что если информация ложная, если действительно, что сейчас есть такая тенденция у сильных мира сего заграбастать себе все богатства земли и оставить всех нормальных людей, которых великое множество, без куска хлеба на столе. Поэтому сейчас очень много страхов есть. Тучи – это страхи. Когда мы думаем, что вот там, где тучи, там ничего не видно, и мы не знаем, что нам делать. Так, что к чему готовит вас Вселенная? Вот это любовное общение. Видите, птицы и букет, любовное общение. К чему еще? То же самое кольцо вышло. Вот оно настаивает на себе, да, оно не хочет, конечно, чтобы уйти из экрана, потому что оно было на дне колоды. Но то, что на дне колоды, мы просто рассматриваем, вкладываем назад в колоду. Но это кольцо не хотело уйти из экрана, оно хотело остаться, чтобы передавать вам больше информацию. Потрясающе, я очень довольна. Вообще это всегда магия, это всегда так интересно, так всегда магически все происходит. И действительно для вас вот здесь откровение, что большая удача – это встреча с этим человеком, или большая удача – то дело, которое вы делаете, потому что оно принесет вам и признание, и какую-то обеспеченность даст, какую-то обеспеченность, потому что будет свой дом, будет финансовая свобода, финансовая независимость. Итак, что готовит судьба? К чему сейчас вас готовит судьба, да? К чему сейчас вас готовит судьба? К отношениям. Действительно, крестовый король, и еще у нас крестовая десятка, или трефовая. У меня бабушка говорила крестовая. Вот поэтому я иногда говорю крестовая, иногда трефовая. В общем, вы понимаете, о чем здесь. Десятка треф – это очень удачная карта, одна из самых лучших, потому что она говорит прибыль, деньги для вас. Прибыль, деньги и встреча человека, который принесет вам прибыль. Вот к этому готовит вас Вселенная, да. Угу. И как это кардинально поменяет вашу жизнь? Посмотрим, как это кардинально поменяет вашу жизнь, мои дорогие. Действительно, карта перемен. Сегодня какое-то чудо, не расклад, да?
Карта перемен, мои дорогие, карта перемен выходит. Как это кардинально поменяет вашу жизнь, выходит карта корабль. Кто знает немножко карты Ленорман, корабль – это, конечно, перемены. Это счастливые перемены. Это счастливые, дорогие мои, перемены. Это очень хороший знак. Корабль – это романтика. Это, знаете, может быть, путешествие вас ждет. Ну, сейчас виртуальное путешествие – это всем доступно. И вот такие, которые на YouTube, они самые органичные, потому что я же живой человек, здесь с вами общаюсь, правильно? Они очень органичные, такие путешествия. Это совершенно потрясающе. Многие из вас, может быть, будут торговать своими товарами из-за рубежа, с рубежом, с другими странами, потому что карта корабль – это другие страны, другие народы, вы узнаете их традиции, вам будет интересно. Это не будет легкая дорога, дорогие, потому что десятка пик. Десятка пик – это не легкая дорога, это опасная дорога. Во время карты Ленорман, когда они были сотворены, так корабль означал опасность, конечно. Это дальнее путешествие, никто не знал, как будет дальше. То есть, да, нужно рисковать немножко, да, хотя бы немножко нужно рисковать, как говорится. Кто не рискует, тот не достигает ничего, да. И еще десятка пик иногда означает иллюзии, пустые надежды или неожиданность какую-то. Это может быть неожиданный приезд кого-то издалека, и это будет вам очень приятно. Может быть знакомство неожиданное, потому что рядом карта птицы. Это может быть кто-то из людей, который по-пустому хлопочет, чтобы вам повредить, потому что здесь все-таки у нас карта тучи, у них ничего не получится. Но вообще-то это карта романтики, конечно. Это карта смелых людей, которые достигают своего путем смелости. Да? Что и как это все кардинально изменит вашу жизнь. Посмотрите, все-таки любовь, счастье, перемены. Это тоже перемены. Но у нас карта аисты – это всегда перемены в личной жизни. Да? И у нас, конечно, здесь клевер, кольцо и аисты. Это перемены в личной жизни вот с таким замечательным человеком, как вот эта карта медведь. Это деловой человек, это человек, который вот рифовый король, опять он проходит уже сколько раз, он настаивает на своем, да, что он хочет здесь быть, он хочет вам показать, что вы будете любимы, что вам нечего бояться в жизни. И да, перемены в вашем статусе, клевер, кольцо и аисты, это перемены в вашем статусе. Когда ваш статус меняется, это уровень такой, что новые отношения или отношения на новый уровень, это свадьба, это обещания друг другу выполнены, это расширение вашего дома, это когда у вас больший дом, большая квартира. И это, знаете, может быть даже не так расширение, как перемены в вашем пространстве домашнем, бытовые другие условия. Например, когда разные поколения на одной территории, это очень трудно. У вас будет какое-то разделение территории, и теперь разные поколения не будут друг другу мешать. Да? Будет вот это какая-то счастливая такая жизнь, когда есть разные поколения, но друг другу не мешают жить. Потому что жить нужно в любом возрасте, и в очень взрослом возрасте тоже должна быть счастливая жизнь, это несомненно. В общем, очень классный расклад. Планы на вас у Вселенной шикарные. Это перемены, романтика, встречи. Это успех, удача. Успех, удача – это букет и клевер одновременно. Это, конечно, выполненное обещание каких-то домашних, может, мать, отец, дочь, сын, любимый, муж. Кто-то выполнит обещание относительно вас. Вот здесь много работы. Вот эта плетка, много работы, и, скорее всего, много работы у медведя, то есть у мужчины, много работы, много интересной работы. Может, мужчина ничего не делал, долгое время был без работы. Плетки – это защита от негатива, потому что метла это всегда была у ведуньи защитная карта. И мастер номер 11 опять говорит трифовый валет. Трифовый валет – это хлопоты трифового короля. О том, чтобы сделать вас счастливой, скорее всего, потому что здесь карта судьбы вышла. Вот вам по судьбе иметь мощную энергетику. Здесь вот у тех, кто смотрит на отношения, если ваши вопросы касались отношений, то здесь я вижу, что отношения будут укрепляться, и это вам по судьбе. Если вы с человеком ссорились, я вижу здесь примирение, улучшение обстановки в доме. Но у многих проиграется, что медведь – это ваша сила. Это вы нашли свой путь, вы начали
так более надежно стоять на своих ногах. Вы заработали, вы добились, и вам, знаете, некого хвалить, кроме себя. То есть вы знаете, что вы всего добились сами, потому что медведь, он всего добивается сами. Планы Вселенной на вас. Вот на встрече, шикарно, да? Вселенная планирует какую-то встречу. Это встреча с человеком, это встреча для деловых отношений или для любви. Ну, скорее всего, для любви, потому что девятка червовая – это, конечно, любовь. И девятка червовая – это, конечно, близость, любовное желание. Кто-то напишет, кто-то даст о себе знать. Здесь примирение, здесь может быть тот, кто долго не выходил на связь, потому что была ссора. Этот человек появится опять. Еще какие планы у Вселенной на вас? Понимаете, больше стабильности будет. Это именно то, что вам сейчас нужно. Потому что в вашей жизни мало стабильности. Вы огорчаетесь от того, что вы не чувствуете защищенность, абсолютно никакую. Вы чувствуете себя в подвешенном состоянии. Поэтому Вселенная знает эту проблему и посылает вам защищенность. Именно защищенность. Потому что якорь – это стабильное положение, стабильная судьба. Больше не будет никаких качель с медведем, например. Да? Больше не будет никакой разрушительной силы, больше не будет ссора, будет примирение. Стабильность и примирение – это очень хороший расклад, очень хорошие карты. И именно хорошо, что всадник идет в будущее ваше. Счастливое ваше будущее идет всадник. И говорит, что у вас будут стабильные отношения, у вас будет больше стабильности в жилье, в зарплате, обязательно в зарплате. И знаете, здесь вот интересно, что, кто не знает, Земля очень быстро движется. Миллионы километров там в час или как. Ну, очень-очень быстро движется вместе с Млечным путем. Вселенная расширяется, Земля движется вокруг своей оси и вокруг Солнца. Все очень сильно движется в космосе. Нет покоя, ничего не стоит на месте. Но вместе с тем мы на Земле чувствуем, что все стоит на месте. Да? Почему? Потому что мы часть Земли. Мы не исключение, а мы часть. Мы часть галактики Млечный путь. Мы часть Земли. И мы часть Вселенной. Поэтому здесь вот именно разнообразие жизни, потому что вам иногда бывает скучно. Вам иногда бывает скучно, знаете, по какой причине? Я вот вижу по этому раскладу, что вы не чувствуете, что есть движение, поскольку вам кажется все то же, что и было вчера. Но это лишь только первое впечатление, вам так кажется, потому что на фоне стабильности идет внутреннее развитие пути. И это то, что действительно составляет смысл жизни, когда мы чувствуем стабильность, но вместе с тем есть продвижение вперед. Это такая дуальность, очень нам, людям, непонятная, потому что мы же часть Вселенной, да, мы же, вот Бог только, Он за пределами Вселенной. Да. Когда Вселенная возникла, Бог держал в руке всю Вселенную, вот как мячик маленький, такой мячик, знаете, который тренирует руку. Такой мячик, или яблоко, например. Принято сказать яблоко, потому что это действительно как было. Вот Вселенная была с размера яблока. Сейчас Вселенная после многих миллиардов лет развития, то есть расширения, она непостижима. Она расширяется постоянно. И еще объекты во Вселенной, которые постоянно удаляются друг от друга, они больше никогда не встретятся. И поэтому нам нужно знать, что если от вас отдалился какой-то друг, да, или, например, вы одну работу потеряли, поэтому мы говорим, нет дороги назад. Нельзя вступить в одну воду дважды. Вам Вселенная говорит вот такое послание, которое вот здесь. Я привела эти примеры астрономические, чтобы вы поняли до конца мощь этого расклада. Вселенная говорит, вот, друг, вы больше с ним не можете дружить, вы разные. Оставьте это все. Отпустите этого друга. Живите дальше. Живите в свое удовольствие. Например, работу вы думаете потеряли, что делать? Вначале тяжело и больно, да, потому что много с этим связано. Потому что якорь – это сигнификатор работы. Но будет новая работа по судьбе, в которой будет новый хороший начальник, например, медведь. Много интересной работы и продвижения по службе. Видите, как можно это прочесть? Дело все в том, что каждый из нас считает эти карты
относительно вопросу. Или, например, относительно мужчины, то это, если была ссора, примирение. Мужчина кармический, да, потому что рядом карта плетки. Мужчина кармический может быть. Но это ничего, вы договоритесь. Вы договоритесь, вы найдете общий язык. Потому что Вселенная захотела, чтобы вы встретились. И когда вы встретились, ваша карма начала балансироваться. Такой расклад здесь. Расклад замечательный, и он показывает, я сейчас просуммирую, что планы у Вселенной на вас огромные. Вот это оставаться в стабильности и вместе с тем двигаться вперед. Как в специальности, так и в общении с другими людьми у вас будет интересная жизнь. А также перемены в личной сфере я вижу. Понимаете? И все начинается с того, что нужно разогнать эти тучи трифового короля. Может быть, вам дали ложную информацию о каком-то трифовом короле. Или, может быть, вы, неважно какого пола, вот этот трифовый король, человек, который много работает, но пока не видел результата. Так я вот вижу, что результат непременно будет. И когда вы оглянетесь назад через какое-то время и вспомните этот расклад, когда вы уже увидите воочию результат, вы можете написать комментарий, это будет очень полезно. Потому что я здесь вижу, что результат виден только когда уже вы можете оглянуться назад и что-то проанализировать. Иногда, когда вы в центре событий, а медведь – это центр событий, вы не видите пока результата, но он уже есть. Так показал расклад. Мои дорогие, какой замечательный расклад, да? Для вас, для госпожи или для господина, неважно. Кстати, мужчины, у вас женщина внутри, потому что это инь и янь. Вы не можете быть без женской сущности, потому что женская сущность – это гибкость ума, а мужская сущность – это крепость мышц. И это есть у каждого человека в его метагалактике, в его метавселенной. Мета – это материальный мир. Галактики материальные, конечно, да. Вот такой расклад, мои дорогие. За что купила, зато продаю. То есть перед вами раскладываю. Но, пожалуйста, запомните, что я не делаю расклады за деньги, да, никогда. Так что, если кто-то там ТикТок, меня нет ТикТок, это не я, это кто-то прикрывается моим именем, что абсолютно непорядочно. Каждый должен выступать от своего имени, понимаете? Потому что наше имя – это, конечно, наши предки. Я вас люблю, обожаю, желаю вам счастья. Кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада. Откуда я делаю вашу работу для вас. Видите, как вам здесь было интересно, приятно, свежий ветер перемен. Как хорошо все, правда? Так что, мои дорогие, получите, пожалуйста, будьте любезны, важную для вас информацию. Приходите всегда на мои видео, и прошлое, и будущее, всегда получите помощь. Можно забрать своего двойника назад, конечно, и он получил мудрости, и сейчас можно прогуляться или посмотреть еще мое одно видео, как хочется. Если хочется телу отдохнуть, можно еще видео посмотреть, а если хочется по-другому отдохнуть, можно и прогуляться. Но я вас люблю, обожаю и приглашаю вас всегда на мои видео. Будем видеться. Пока-пока, мои дорогие.